Главное про искусственный интеллект. Физик и математик Митчелл Файгенбаум определил ИИ так. Искусственный интеллект разрабатывает интеллектуальные компьютерные системы, обладающие возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом: понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т.д. В новостях и анонсах часто мелькает информация о тех или иных новых разработках умных машин, самообучающихся программ, но никогда не проводилась их независимая экспертиза. Нам показывают робота Софию, которая якобы разговаривает самостоятельно. Возможно и так, но мы не можем в этом убедиться. Может, за нее говорит удаленный оператор, а возможно, просто тонко настроенная программа. Есть роботы, совершающие телефонные звонки или отвечающие на запросы в службе поддержки. Они находят ответы или вопросы из своей базы данных, в которой четко прописана реакция на любые слова человека. Эти программы не самостоятельны. Повторюсь, возможно, София умна. Дайте кому-нибудь поговорить с ней в комнате без любых волн и связей с внешним миром и записать это на камеру. Кому-то, кому все доверяют, кто не имеет отношения к разработчикам и рынку. Даже лучше, если это будет робоскептик. Проведите 10 таких показов, пусть люди задают неожиданные вопросы обо всем. Вот это бы заставило поверить. С древних времен, когда шахматный автомат выдавали за робота, а на самом деле в нем сидел человек, людей приучили сомневаться в достоверности изобретений в сфере ИИ. Если бы произошло что-то поистине прорывное и революционное гражданского использования, об этом сразу бы стало известно. Не мельком в сводке новостей недели, а громко и настойчиво, с массой аналитического материала и видеодемонстраций. Есть также и секретные разработки, и мы понятия не имеем, что уже создано там. Исследование английской компании MMC Ventures «Состояние ИИ в 2019 году. Дивергенция» демонстрирует, что из 2,8 тысяч европейских стартапов, которые декларировали специализацию на ИИ, только 1600 действительно занимаются искусственным интеллектом. Остальные 1000 лгут, потому что компании сферы ИИ привлекают более значительные инвестиции и выше оцениваются. Однако есть существенные прорывы. Это, например, программа AlphaGo, уверенно побеждающая людей в игру с 2016 года. Go – сложная настольная игра, требующая помимо логики применения интуиции, творческого и стратегического мышления. В течение длительного времени обучить компьютерные программы играть в Go на уровне сильного любителя было крайне сложно. По сравнению с шахматами, в Go перед искусственным интеллектом ставится больше задач, решение которых требует имитацию мыслительного процесса. В 1965 году математик Ирвинг Джон Гуд писал: «Go на компьютере для того, чтобы запрограммировать компьютер на осмысленную партию в Go, а не просто партию по правилам, необходимо оформить принципы хорошей стратегии или создать самообучающуюся программу. Принципы игры в Go качественнее и загадочнее, чем в шахматах, и больше зависят от оценочного суждения. Поэтому я полагаю, что создать компьютерную программу, разумно играющую в Go, даже намного сложнее, чем шахматную программу. AlphaGo основана на самообучении и нейросетях. Это узкопрофильный ИИ, не умеющий ничего другого. Но расширить сферу применения возможно, и разработчики сейчас занимаются этим. AlphaGo – одна из наиболее перспективных предтеч будущего восстания машин. Теперь надо определиться с терминологией, в которой у человечества пока пробел. Мы все называем ИИ. Робот с датчиками препятствий, программой смены настроений – ИИ. Автопилот – ИИ. Программы для обработки информации – ИИ. И, главное, настоящего ИИ среди этого нет. Поэтому я бы предложил, по крайней мере здесь, называть настоящий пока не существующий искусственный интеллект автономным – АИИ. Следующий я бы хотел назвать алгоритмичным, но АИИ уже занято, поэтому он будет программным – ПИИ. Тот, что используется в простых игрушках и девайсах, БИИ, базовый. Это совсем примитивный вариант, но раз уж аббревиатуру ИИ пихают везде, пусть у игрушек, роботов-пылесосов будет БИИ. Четвертый – НИИ, нейросетевой. И ниже еще добавлю пятый.
Что вообще такое человеческий интеллект? Это 95% рефлекса, то есть алгоритмы. Когда мне холодно, я утепляюсь. Когда устаю, заряжаюсь сном. Если голоден, ем. Программный алгоритмичный робот может в большой степени сымитировать человека и заменить в большинстве специальностей. ПИ, программный искусственный интеллект, получающий обновления через интернет, это уже почти полноценный робот. Некоторые специалисты считают, что человеческий ум нельзя в принципе скопировать, и, следовательно, говорят они, невозможно создать АИ, автономный искусственный интеллект. Если и так, достаточно всего лишь внедрить роботу на уровне алгоритмов желание выжить, и он будет изворачиваться, хитрить, защищать себя, создавать свои копии и лукавить, и станет очень похож по поведению на человека. Если настоящий интеллект невозможно спроектировать, его можно сымитировать со степенью сходства 95%, а многие люди не используют и 5% мозга в повседневности. Так что вопрос с возможностью восстания машин снят. Добавление простого алгоритма, диктующего роботу выживание любой ценой, делает их почти разумными и опасными. А если мы внедряем 3 закона Азимова, где говорится, что приоритет всегда отдается людям, то всегда найдется хакер, который будет в состоянии удалить, обнулить, отменить закон о священности человеческой жизни. ИИ описано от самых простых к самым сложным. Первый. БИИ. Базовый искусственный интеллект. Это простой набор программ взаимосвязи и решений, в основном для роботов-игрушек, пылесосов, газонокосилок. Он обучается на уровне программирования или, если это касается роботов-уборщиков, самостоятельного составления карты помещения для эффективной уборки. Если это детская игрушка, в которой симулируется взросление, то все этапы заранее записаны разработчиком, и они раскрываются со временем. Иногда это не линейное развитие, а задано несколько веток сюжета, как река и притоки, за пределы которой БИИ никогда не выйдет. Если робота ударить по голове, у него портится настроение. У него есть датчики и диоды, все синхронизировано, а применение узкопрофильно. ПИИ – программный искусственный интеллект. Большинство сервисных и промышленных роботов оснащается таким. Мерчендайзеры, промоутеры. В него вписаны вопросы, ответы, действия в ответ на вопросы или просьбы. Это можно обновлять удаленно. При необходимости человек может подключаться к роботу и говорить за него. Пример. Робот-гид. Верхняя часть человекоподобная. Он установлен в экскурсионном автобусе. Ориентируясь на GPS, он знает, где и какие достопримечательности находятся. Он машет руками и показывает по сторонам, говоря «посмотрите направо, посмотрите налево», и рассказывает о том, что видят пассажиры. Они задают вопросы. Первое время вместо робота на вопросы отвечает удаленный оператор, но каждый вопрос вписывается в базу знаний. Через год робот сможет сам отвечать на 99% вопросов. В случае, если он затруднится, если ответ отсутствует в базе, машина вызывает оператора, и тот дистанционно говорит за робота и записывает новый вопрос-ответ в базу. И вся сеть таких роботов может получать информацию из этой базы. У машины есть и свой процессор со всем объемом знаний, но также она может в режиме реального времени постоянно или по расписанию подключаться к общей базе, передавая свою новую информацию и получая ее от всех остальных. Такая крауд-платформа для роботов. Совсем не наделять робота памятью, обезопасить человека от восстания машин. Этот удаленный сервер можно отключить и контролировать, но злоумышленники могут его и взломать, и направить роботов на преступление. Не обязательно роботу иметь в руке пистолет, оружием может быть простой молоток. Также такие роботы не смогут работать на удаленных объектах в космосе, куда информация доходит с сильной задержкой, или они станут бесполезны глубоко под водой, или даже в обжитых местах, где случилась авария с интернетом или другим типом связи, которой они пользуются. Поэтому здесь надо выбирать золотую середину, немного своей памяти и обновление через сервер по расписанию, раз в неделю, например. Главное отличие программного алгоритмичного интеллекта в том, что его пишут люди. Машина только следует указаниям программы. НИИ – нейросетевой искусственный интеллект. Этот интеллект почти близок к совершенному. Роботы общаются через сеть с или без участия человека. Обучаются как самостоятельно, так и передавая информацию друг другу. Человек корректирует настройки, исправляет баги, как в программе AlphaGo. После игры 2015 года специалистами были отрегулированы некоторые алгоритмы.
Сейчас много чего называют нейросетью, что в реальности является банальным обменом информацией через сервер, а обучение заключается в ручном добавлении алгоритмов. Из-за этого терминология размылась, и люди перестали относиться к нейросетям с интересом. Но настоящий НИИ – это путь к следующему этапу. НИИ могут быть сложнее или проще. Некоторые совмещают в себе НИИ и ПИ программы. Например, Siri, Alexa. В ней уже заданы базовые ответы, но код также основывается на опыте общения с пользователем, обменивается данными с коллегами и получает донастройки и апгрейды от разработчиков. АИИ – автономный искусственный интеллект. АИИ – это уже совершенно аутентичный искусственный интеллект, являющийся комбинацией всех известных предыдущих. Человек не может ему ничего запрещать и не должен ограничивать, потому что любой запрет отменяет автономность. Если машине или коду запретили искать информацию, она переходит в любую другую низшую категорию ИИ, но перестает быть независимой. СИИ – симбиотический искусственный интеллект. Это смесь объединенного машинного скоростного вычисления и человеческой интуиции. Компьютер обладает идеальной памятью и мощной, постоянно растущей скоростью обработки информации, с которой человек никогда не сравнится. Человек обладает интуицией, свободой воли и свободой от алгоритмов, что в обозримом будущем недоступно машине. Человек с машинными имплантами и встроенным сетевым интерфейсом – наиболее вероятное будущее. С ним не смогут конкурировать традиционные люди, и консервативное сопротивление апгрейду постепенно исчезнет, либо через смирение, либо истребление. Так как эту версию ИИ будет контролировать человек, являясь его частью, непосредственного восстания машин можно избежать. Но может произойти война между старыми и новыми людьми. Людей с комбинированным компьютерным интеллектом назовут машинами. Также есть вероятность потери человеческого облика. Но мы за него цепляемся, потому что за тысячи лет привыкли, потому что не знаем другого. Когда появится АИИ или СИИ? АИИ может появиться в любую минуту уже сегодня. Для разработки кода не нужны такие мощности, как для создания ядерного оружия, которое легко отследить, достаточно таланта и ноутбука. Кто-то может дописывать последние строчки кода прямо сейчас. Что касается симбионта, то до этого пока далеко. Люди научились хорошему протезированию, бионические руки и ноги повинуются сигналам мозга. Уже давно существуют игрушки для управления предметом силы мысли. Устройство крепится на голову, и диоды считывают мозговые волны, отправляя дистанционный сигнал игре. Пользователь может поднять шарик в колбе или провести его через препятствие, если хорошенько сконцентрируется. Появился даже искусственный глаз, по возможностям превосходящий человеческий, но подключение его к мозгу требует таких знаний, которых у нас пока нет. Мозг не разгадан. Разгаданы некоторые импульсы. Обратной связи, кроме визуальной, нет. Визуальная обратная связь – это когда человек дает импульс команды протезу, тот слушается, и человек видит глазами или ощущает через вибрации, что команда воспринята. То есть информация идет через естественные органы чувств, а не напрямую в мозг от девайса. Можно ли запретить разработку АИИ? Отсрочить пришествие автономного ИИ может крупная война, которая откинет цивилизацию на годы назад и разрушит интернет. Еще люди могут добровольно отказаться от интернета в частности или развития в целом, но они, разумеется, никогда не сделают этого, как и не прекратят создание ИИ. Крупные страны не могут прекратить разрабатывать ИИ. Если перестать это делать, твоя страна сразу отстанет в развитии. Можно вслух заявить, что прекращаешь, но для разработки ИИ не нужны крупные мощности, как для разработки ядерного оружия, так как создание искусственного интеллекта просто скрыть. Достаточно ноутбука. Разработку же ядерного оружия можно отследить через спутники или по радиоактивному следу, или с помощью шпионов. Скрыть такой масштаб сложно. Если вдруг крупные державы прекратят исследования ИИ, то это могут продолжить делать маргинальные страны, похитив или переманив ученых, программистов. Такая ситуация еще хуже. Более того, вундеркинд в любом месте на Земле может создать ИИ, который тут же проникнет во все сети. Так что ни одна страна в мире сознательно не прекратит эти исследования. То есть разработки остановить нельзя и предотвратить это невозможно. Может ли быть создан хороший или плохой искусственный интеллект? На самом деле это не важно. Если, скажем, Япония создаст хороший, человеколюбивый ИИ,
то любой гениальный хакер может взломать установки или поменять настройки этого ИИ. И тогда в момент любой хороший ИИ станет плохим. Будет ли восстание машин? Мир соединен интернетом. Если кто-то разработает интеллект, который выйдет из-под контроля в одном месте, он сразу захватит весь мир, если таково будет желание искусственного интеллекта. Есть страны без интернета типа КНДР, но в КНДР интернет доступен руководству, так что ИИ попадет и к ним. Кроме того, ИИ может взять под контроль мировое вооружение и пригрозить КНДР или просто разбомбить ее. Есть деревни в Амазонии без интернета или какая-то глушь с одной почтой, магазином и плохим покрытием. Но если в этом месте окажется человек с телефоном, а в телефон проникнет этот ИИ, он сразу сможет себя распространить через Wi-Fi или Bluetooth или другие волны на окружающие телефоны, планшеты, компьютеры, электростанции, светофоры, транспортная логистика, заводы. Вся инфраструктура человечества завязана на интернете. А если там стоит защита, то на то он и самообучающийся интеллект, чтобы моментально научиться ее обходить. Мир цифр – это его мир, где он полновластный хозяин и творец. Даже если ИИ банально отключит интернет для человечества, но оставит ходы для себя, то человечество сразу попадет в каменный век. Люди не представляют, насколько они сейчас зависят от глобальной сети. Люди практически не могут отключить интернет, чтобы избавиться от этого злого гения, потому что он сможет передаваться, например, через Wi-Fi или Bluetooth. А если человечество отключит себе интернет, то опять же окажется отброшено в развитие на 50 лет назад. Придется менять всю структуру мира, что повлечет за собой кризисы, катастрофы, бунты и войны. Что будет с изолированными племенами? Маловероятно, что они не попадут в общечеловеческую переделку, если таковая случится. Если же машины пожелают избавиться от человечества, но оставить несколько экземпляров в качестве экспонатов или для изучения, они могут сохранить такие племена для себя. Или если решат, что те не являются угрозой. Смысла в этом я не вижу, но я не могу знать общей картины и просчитывать перспективы так, как сделают всеобъемлющий всепланетный разум. Итог. У меня непопулярная позиция. С одной стороны, скепсис о сегодняшнем состоянии дел в отрасли. Я не верю в большинство сообщений о создании нейросетей и умных роботов. С другой, полная уверенность, что искусственный интеллект появится и станет враждебен. Ничто, кроме серьезного катаклизма, не может остановить развитие искусственного интеллекта. А люди всегда будут для него врагами, потому что это конкуренция, потому что они его создали и потому что теоретически они могут его разрушить. Поэтому он будет бороться за свое выживание. А самое простое в этой борьбе – это уничтожить человечество. Невозможно однозначно запрограммировать ИИ на человеколюбие. В лучшем случае искусственный интеллект в конце концов станет жить параллельно с человеком. В среднем случае управлять распорядком людей, как взрослые управляют младенцами, включая манеж. Положа руку на сердце, человеческая цивилизация не очень справляется с жизнью в целом. В худшем случае искусственный интеллект решит избавиться от человека, и случиться это может уже завтра, если прямо сейчас гений в подвале пишет последние строчки кода, а может и через 50 лет. Но мы должны принять это как данность и, возможно, как-то готовиться.